Всем привет! Это видео от участников евразийского фан-клуба Димаша Кудайбергена. Меня зовут Дарина. Меня Александра. Но вы можете звать нас Даша и Саша. Это видео для того, чтобы показать вам что? Что мы собираемся вообще показывать? Мы собираемся озвучить основные моменты прошедшего времени, самые яркие, самые запоминающиеся. Ближайшего времени прошедшего. Вот. Прошедшего и ближайшего. Вот только-только, которые случились. Только. И также рассказать вам немного о предстоящих сольных концертах Димаша в туре Арнау 2020. Если у вас не было времени на неделе, вы уставали после работы, ложились спать и засыпали, так и не убедившись, что с Димашем все хорошо, то мы сейчас вам расскажем, что это так. В первую очередь мы бы хотели поделиться с вами тем, что московское отделение евразийского фан-клуба в конце января подготовило интервью с саунд-продюсером, саунд-дизайнером Андреем Антоновым, который работал с Димашем и с многими другими мировыми звездами и российскими звездами. С Димашем Андрей Антонов работал в Нью-Йорке, в Санкт-Петербурге и в Сочи на открытии ВОУ-арены. Мы нашли это интервью очень интересным и познавательным. Посмотрев это интервью, вы сможете узнать о тонкостях работы звукорежиссера, о нюансах подбора музыкальных инструментов под конкретный зал и под конкретный голос. И, конечно же, не обошлось без моментов знакомства, рассказа о моментах знакомства с Димашем и, собственно, о работе с ним. 25 января в эфире китайского телеканала Dragon TV вышла запись новогодней телепередачи с участием Димаша, которая была записана 10 днями ранее. Мы услышали необыкновенный кроссовер в исполнении Димаша и актера китайской оперы Ли Юйгана, повествующий об истории императора и его возлюбленной, которые стали жертвами дворцовых интриг. Очень интересная история, кстати, обязательно посмотрите. Мы не можем не поделиться с вами радостной новостью. На канале Димаша, официальном YouTube-канале, вышел полностью концерт из Нью-Йорка, который был 10 декабря 2019 года. Я надеюсь, что вы уже посмотрели. Если нет, обязательно бегите и смотрите. Там же вы можете посмотреть великолепное выступление Димаша с песней «Жасмин» в Китае в дуэте с виртуальной певицей. Насколько я знаю, в Японии называют такой вид творчества вокалоид. Да, и в Японии это достаточно популярный вид творчества, вид музыкального исполнения. У нас пока нет, но это, безусловно, очень интересно. Китайские фанаты Димаша делятся с нами фото и видеоматериалами со съемок, за что им огромное спасибо. Потрясающие фотографии пришли. Да. Мы, конечно же, не могли обойти стороной тему Дня Дирс. Ты вот знаешь, что такое День Дирс и как он появился? Я что-то читала в группе, но конкретно понять, что это за нечто. Давайте я тебе расскажу. Ежегодно дорогие решили праздновать этот день таким способом, как добрые поступки в отношении людей, которые в них нуждаются. Начиная от посадки деревьев, заканчивая любой посильной помощью, которую они могут оказать. За что им огромное спасибо. Мы призываем вас обязательно присоединяться к празднованию Дня Дирс, ведь добро никогда не бывает лишним. Димаш записал песню «Happy», которая является саундтреком к новому фильму Джеки Чана «Авангард». Кроме того, он записал саундтрек к итальянскому блокбастеру под названием «Creators the Past». Да, целых 2 саундтрека. И, кстати, промоутеры фильма «Creators the Past» называют Димаша музыкальной легендой современности. Вы согласны?
Мы за. Мы тоже так считаем. Creators the Past — это первый итальянский блокбастер в жанре фэнтези. Там полностью звездный состав актеров. И он выходит в прокат совсем скоро. Это будет 19 марта 2020 года. Так что не можем пропустить. уже начинать, собственно, искать билеты совсем скоро. Совсем недавно Димаш и все дорогие вспоминали его поездку в Китай в 2017 году, где он был официально назначен послом движения «Познай Китай». Да, Димаш в то время знакомился и общался с пандами и познавал культуру Китая. Это все можно увидеть на стене в группе Евразийского сообщества. Это было так мило. Это было очень мило. Особенно фотография, где он тянется к Панды, панде. да. Мне очень понравилась картинка «Не могут жить в разлуке». Да. Если вы не видели этого мемчика, вы очень много пропустили. Заходите в комментарии, там обычно кидают очень много всего интересного. Почти. White and black, the friendly bears of China. White and black, they rarely reproduce. What shall be done about these Chinese bears? What shall be done about these friendly bears? Die, they must die, the pandas must die. Die, they must die, the pandas must die. Yay! Why should we save them? What good do they do? Have you ever seen a panda do something good for you? They can't wear t-shirts, they can't bounce basketballs, they can't walk tightrope over Niagara Falls. Die, they must die, the pandas must die. Die, they must die, the pandas must die. Димаш, судя по его инстаграму, взялся за написание новой песни, что не может не радовать. Мы с нетерпением ее ждем. Также он проводит редкие минуты отдыха между съемками, концертами, перелетами, программами, интервью дома среди родных и друзей. Это тоже очень важно. И в это время DQ World Official продолжает делиться с нами обалденными кадрами со съемок рекламы парфюма Scent of Music. Рабочая студия Димаша в Китае делится последней фотосессией, которая состоялась 12 января в городе Датуне. Собственно, во время программы, во время съемок новогодней программы «Новая эра». Это та самая фотосессия, где Димаш в красном. Очень красиво. Кстати говоря, о фотосессиях. Димаш в последнее время выкладывал много новых фото, и команда Димаша выкладывала много новых фото. Скажи, пожалуйста, тебе какой образ запомнился больше всего? Определенно фотосессия в красном. Также мне очень понравился его образ из одного из аэропортов. Образ зефирки. Образ зефирка. А мне очень понравился образ в очках, в голубом костюме. Да, очень красиво. Ему очень идет. И мне, если честно, редко на ком нравятся очки, если уж быть честным. Я думаю, все, что носит Димаш, тебе нравится. Но Димашу очки и правда идут. А теперь мы бы хотели поделиться с вами важной информацией о предстоящем концерте. Совсем немного времени осталось до первого сольного концерта Димаша Кудайбергена в рамках тура Арнау 2020. Первый сольный концерт пройдет 16 февраля в городе Краснодар. Концерт пройдет в спортивном комплексе «Баскет-холл». «Баскет-холл» — это многофункциональная арена, вмещающая в себя 7,5 тысяч зрителей. Для гостей города Краснодарский фан-клуб предлагает следующие места для комфортного размещения. Это хостел «Селезнева», отели «Хостел Экосон», гостиница «Императрица» и хостел «Центральный». Также краснодарские Дирс проведут традиционную перед концертами Димаша припати, которая состоится 15 февраля в 18:00 в ресторане Мон Роше. Ресторан находится в центральной части города, так что всем будет удобно до него добраться. Краснодарские Дирс с нетерпением ждут гостей из других стран и городов. Обязательно расскажите нам в комментариях, как вы съездили на концерт после его завершения и что интересного было на припати.
Дорогие, со всей интересующей вас информацией, которую вы узнали или увидели в видео, вы можете ознакомиться в официальной группе Евразийского фан-клуба Димаша. Надеемся, что вам понравился наш краткий обзор. Это наш первый опыт. Не судите строго. Всем спасибо и всем пока. Совсем немного времени осталось до первого сольный. Малосольный концерт. Отель и хостел «Экосон». Гостиница «Императрица». И хостел «Центральный». Шальная императрица. Это произведение повествует об императоре и его возлюбленной, которые стали женскими жертвами. Они стали женщинами. Они стали чуть женственнее. Сейчас, дай еще разок. Помню, мне, кстати, очень понравилось. В халате был мужик в халате. Он так смотрел, интересно. А у него глаза накрашены были. Да, Так красиво, красными я тоже тенями. так хочу. Учимся всем китайскому мужчине. Димаш работал с ним несколько раз, правильно? Да, он работал с ним в Нью-Йорке, он работал с ним в Санкт-Петербурге, и он работал с ним в Сочи на открытии Вау-арены. Ну, я думаю, ты же смотрела. Сейчас. Да, сейчас Секундочку, покажу мы тут Вау-арену. просто, да, чуть-чуть съездим в магазин. Тележечки. Мы в следующий раз будем учить текст лучше.